Дарлинг, с вами Симона, и мы с вами продолжаем, но на самом деле хочется сказать заканчиваем, потому что мне в комментариях пообещали, что это будет последняя серия, скорее всего. Я даже бокал воды налила себе праздничный в связи с этим, вообще празднично оделась в связи с этим событием, потому что я так ждала, что это уже кончилось. И вот оно вроде как кончается, и знаете, хочется уже как-то побыстрее, поэтому давайте же сразу, конечно же, приступим. Как бы там ни было, обед с Кагаме и последующие посиделки в баре дали Элли достаточно поводов ревновать. И даже если я сам не считаю, что сделал что-то не так, как мужчина, я должен извиниться. Что? Я в шоке. И каким-то образом доказать свои слова делом. Конечно, было бы круто просто не делать то, за что придется извиняться, но в целом извинения от Никакуна это уже, знаете ли, неплохо. Ночь прошла тяжело. Я вроде спал, но в то же время почти постоянно видел сквозь сон свою комнату, рассвет, занимающийся над Токио, слышал пение птиц во дворе. В итоге встал на утро с ощущением, что в мою черепную коробку залили расплавленный чугун и дали ему застыть. Ой, ужас какой. С другой стороны, на фоне общего утомления мысль о трудном разговоре с Элли пугала не так, как могла бы. Многоточие. Вот, в школу пришли. В школе я сразу пошел к ней в класс, но Элли там не оказалась. Девочки сказали, что ее с утра не было. Нет, только не то, о чем я думаю, пожалуйста, нет. Нет, блин. Я отсидела один урок, но Элли так и не появилась. Так ты сидел на уроке в своем классе, она в другом классе должна была появиться. Второй. Проверил старый класс музыки, и тоже тщетно. Опа. Такихито, я даже запомнила уже, как ее зовут. Когда я уже совсем отчаявшись шел назад, то встретил Такихито. Анохин-кун, добрый день. И тебе привет. Ты Элли случайно не видела? Кабаяши-сан? А вы разве не вместе? Я не мог понять, издевка это или нет. Обернулся и показал рукой на пустой коридор за мной. А ты где-то ее видишь? Понятно. Ухмыльнулась местная поборница морали. И что же тебе понятно, что Кабаяши-сан наконец взялась за ум? И прогуляла школу? Ты-то вообще откуда с своими охренительными выводами взялась? Если ее сегодня нет в школе, то это еще не повод делать далеко идущие выводы, знаешь ли. Да, и где же она... Так, подождите, я что-то неправильно прочитала? Что Кабаяши-сан наконец взялась за ум. Нет, я что-то не понимаю, видимо. Прочитал-то я все правильно. Да, и где же она тогда? Такихито надменно подбоченилась. Она у врача. А зачем ты... К чему этот диалог? Зачем здесь этот... Попью водички. Он подошел к ней, спросил, где Элли. Она сказала, думала, вы вместе. Он говорит, ты ее здесь видишь? Она говорит, нет, она взялась за ум. Он говорит, а она вообще-то у врача. А нахрена ты тогда спрашивал? К чему этот тупизм вообще сейчас происходит? Или я опять чего-то не понимаю? А? Если ты все время это знал, то зачем ты тогда ее ищешь? Ой, да ну тебя! Ой, все! Господи, пожалуйста, пусть это будет последняя серия этой игры. Пусть. Пожалуйста. Отмахнулся я, прошел мимо нее, бросив на девочку грозный взгляд. Однако обвинять Такихито Однако обвинять Такихито Токо было не в чем. Она просто умело обыграла мои же слова, пусть и не без злорадства. Умело обыграла. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что что-то не так. Когда к тебе подходит и говорит, где твой друг? Твой друг? Мой друг, я думал, он с тобой. Но ты же его здесь сейчас не видишь? Да, не вижу. Но где же он тогда? Он у врача. Если ты знал, то зачем ты у меня спросил? Это прям вот умело обыграла, переиграла и уничтожила просто. Господи, как же это тупо.
Господи. К сожалению, простого понимания, что человек прав, редко бывает достаточно. И я испытывала к ней просто-таки иррациональную неприязнь. Ну, она, конечно, иррациональна, это неприязнь, но она действительно человечек такой, как бы. Не из эмоционально приятных, да? Хотя на самом деле сейчас мне не нужен был особый повод, чтобы сорваться на первом встречном. Кёски, похоже, это заметил и не стал донимать меня расспросами. Я сидел на уроке и лихорадочно прокручивал в голове возможные причины, почему Эля сегодня не пришла в школу. Прям много причин, да, тебе приходит в голову. И ничего пугающего, да, не возникло какой-то мысли такой, а может быть... Она торчит где-то сейчас. Конечно, обычная болезнь выглядела вполне правдоподобным объяснением. Конечно, когда у тебя друг зависим, естественно, болезнь, простуда. Первое, что приходит тебе в голову, когда он не приходит в какое-то назначенное место. Или в место, где он обычно всегда бывает. Это первое, да, осень! Осень, слякоть, она вот без куртки ходила, пальто ей не привезли еще, поэтому она вот заболела, да, конечно, это все еще вероятно, но как будто бы, если ты переживаешь за человека, вот как будто бы все-таки нет, аж вот первое придет тебе в голову. Да даже похмелье. Она вроде не была пьяной вчера, когда тебя увидела. Но мой мозг упорно рисовал картины страшных событий, которые последуют за ее сегодняшним прогулом. Вот Кагемару заталкивает меня в багажник и увозит в лес. Мне дают лопату и заставляют рыть собственную могилу. А якудза тоже так делали? Я думала, так только эти наши делали в 90-е, эти братки. Нет? Блин, это страшно. У всех одинаковые методы. А в это время Кобаяши Джун произносит пафосную речь, из которой я не могу разобрать ни слова. Ник, с тобой все в порядке? Надо мной навис озабоченный Кёски. То, что Кёски озабоченный, мы уже все давным-давно поняли. Урок уже 5 минут как закончился, а ты все сидишь и смотришь в одну точку. Со стороны я наверняка выглядел глупо, и от этого мне вдруг стало невообразимо противно, словно я оказался посреди класса без штанов. «Ну и что?» — рявкнул я на него. «Подумать человеку нельзя уже!» «Да можно, господи, Ник, не кипятись, просто это на тебя не похоже». «А что на меня похоже?» «Я хотел предложить пойти в столовую, раз Эли самой сегодня нет». «А откуда ты знаешь, что ее сегодня нет?» Тут же завелся я. «Так ведь все знают». Глупо улыбнулся он. «Все это кто? Все это, блин, все, ты задолбал». «Ник, успокойся». К нам подошел Майк. Я косо посмотрел на него и все-таки попытался взять себя в руки. «Ладно, проехали. Вы поссорились, что ли?» «Нет». Можно ли сказать, что два человека поссорились, если один просто обиделся на другого и не хочет разговаривать? Можно. Сочувствую. Чему? Я же говорю, мы не ссорились. Ну так, на всякий случай. Кёски, одернул его Майкл. Все, молчу. Не знаю, сколько бы я еще выдержал это его занудство. Да вообще Кёски как будто бы единственный чел на всей этой сраной планете, кому не наплевать на Никакуна. Единственный, ну Химицу еще была, и ту просрал. Она уже уехала к бабушке и правильно сделала. Кёски тоже должен уехать к бабушке, потому что это невыносимо, это невозможно просто выносить, что это такое, что это за безобразие. Многоточие. Я даже не дочитала слайд, ну давайте дочитаем, что там было. Его занудство, но меня спас звонок на урок. Ха-ха-ха. Кагаме сегодня не обращал на меня никакого внимания, словно и не было всех событий вчерашнего дня. Наконец, я все же сам решился поговорить с ней. Ну вот, конечно, вот она, здоровая позиция. Влезть в жизнь, спутать все карты, рассорить с девушкой, а потом слиться и просто... что? А я просто пообедать с тобой хотела. А я просто хотела с тобой чай попить в твоем любимом баре. А что? Ты из-за этого с кем-то поссорилась? А я и не знала. Да. Господи, какие все... Вот реально, кто-то тоже писал в комментариях, что они тут все прям стоят друг друга.
И вот я не знаю, что должно произойти, чтобы меня это все удовлетворило. Но я буду удовлетворена сегодня просто во всех смыслах этого слова, если это просто закончится. Как-нибудь, любым способом. Любым. Даже если просто сейчас вот после этого слайда будет написано «конец», я скажу «прекрасно». «Привет, ничего не хочешь мне сказать?» «Нико-сан, здравствуй». Улыбнулась она, словно я только что появился в классе, а не просидел вместе с ней все прошедшие 5 уроков. «А что ты хочешь, чтобы я сказала?» Этого я не знал. Сейчас мне оставалось только заниматься поиском виноватых, хотя сие столь милое сердцу каждого русского человека занятие всегда казалось мне бессмысленным. Русские! Вечно ищут виноватых. Только в России так делают. Ведь никто не ищет виноватых в Германии, например. Там все очень сознательные люди. Прям каждый вообще, да. Американцы, кстати, тоже, да. Все всегда знают, что всегда сами виноваты. Никто никогда не перекладывает ответственность и не ищет виноватых. Только русские. Да. Зачем ты постоянно создаешь недопонимание? Недопонимание, Нико-сан? Ты говорила про женскую интуицию, так поставь себя на место Эли. Как бы ты отреагировала? Я ее в прошлой серии уже поставила на место Эли. Она задумалась, а затем просияла так, словно вдруг нашла ответ на давно мучивший ее вопрос. Если бы я была на ее месте, Нико-сан, то не ревновала бы тебя по пустякам. Ну расскажи мне, дорогая. Ага, понятно, да, хорошо. Это просто желаемая мной реакция на каждое слово в этой новелле. Ага, хорошо, понятно. Еще спасибо, пожалуйста, после этого надо написать. У меня на языке вертелся вопрос, а не влюбилась ли она в меня? Как и мы все, Никакун, как и мы все. Но задать его здесь, в присутствии всех наших одноклассников, я, конечно же, не мог. Это так тебя удивляет, Нико-сан? Что именно? Вместо ответа она сделала такое выражение лица, которое одновременно говорило слишком много, но в то же время не давало возможности уцепиться за что-то конкретное. Ты ведь понимаешь, мне отчаянно хотелось закончить этот разговор, так ты сам его начал. И даже хотелось отправиться в прошлое и вообще не начинать его. Мне хочется вернуться в прошлое и не начинать эту новеллу. Блин, ну я столько обрела, на самом деле, вот людей в комментариях, которые вот смотрят именно конкретно этот проект, что я даже как бы не жалею. Ну, господи, столько страданий. Ребята, так тяжело. Ладно, забудь. Я вернулся на свое место и с трудом отсидел последний урок, многоточие. Если гора не идет к Магомету, Эли могла прогулять школу, но не репетицию. Я шел на рэп-базу со смешанными чувствами. Ивамура посылала весьма недвусмысленные сигналы и только что не вешалась на меня. Ну вот эти вот недвусмысленные сигналы. Блин, слушайте, это такая гниль. Это такая гниль, от которой вообще, ребятки-то, надо от этого бежать просто. Что-то там, кто-то подает какие-то сигналы. Почему ты не спросил, послушай, пожалуйста, ты в меня влюбилась? Или что? Я не могу считать твои эти... Я понимаю, дело происходит в 87 году. И в этом тогда рассматривали, знаете, какую-то некоторую романтику, да? Что какая-то легкая недосказанность, ах, какая-то загадка, ах, что-то какая-то перчинка. Сейчас мы тут, ребятки, из 2023 года передаем вам привет и говорим о том, что это все как бы нездорово, и это не круто, когда ничего не понятно, а потом начинаются всякие «ой, а я хотел, а я не хотел», и потом 8 лет сидят, потому что кто-то хотел, а оказывается не хотел, и вот и до свидания. Ну что это такое? Что это? Какие недвусмысленные сигналы? Что в этом было такого? Она с ним пообедала и выпила чаю. Я понимаю, что для Эли это выглядит как повод для ревности, да.
Ну никак он-то куда полез? Типа, чё, он к ней подошел? Вот, я бы тебя не ревновала. Ну, так и скажи, так ты не на месте моей девушки. Ты бы хотела быть, наверное, на ее месте, но это не получится. Она такая, да нет, что-то я не хотела. А, ну все, вопрос закрыт. Ужас, ужас, кошмар. Чуть ли не вешалась. Это просто, говорю, это кошмар. Чуть ли не вешалась на меня. О, боже. У меня какие-то нервные тики аж прям происходят. Просто из меня что-то прет. Так мы не успеем. Мы так не успеем. Надо ускоряться. Я хочу финал. Пожалуйста. Возможно, в какой-то другой реальности мне было бы приятно такое внимание со стороны противоположного пола, но сейчас мне с лихвой хватало одной Эли. Более того, сейчас я не мог сказать ничего конкретного про КГМ. В какой-то степени она вызывала у меня симпатию как товарищ по несчастью. С другой стороны, ее характер выдержит не каждый. Но нравится ли она мне как девушка? К чему эти разговоры? Это визуальная новелла, так? То есть существуют ветки, по которым мы движемся. И типа, к чему нам вот эти как бы рассуждения о других девушках, когда у нас уже выбрана девушка? Когда у нас уже как бы есть определенный какой-то вектор отношений. Не, конечно, ну и в жизни ты же можешь с кем-то встречаться, но при этом все равно, типа, ну, есть же какие-то люди вокруг другие. Вот, можно жениться даже, и как бы другие люди вокруг, они не пропадают тоже, естественно. Ну, короче, как-то не знаю, как-то я не знаю. Мне казалось, я уже достаточно выборов сделала, чтобы было понятно, что КГМ мне не интересно. Почему мы в последней, я надеюсь, последней серии все еще задаемся этими вопросами? Непонятно мне. Когда после сытного обеда из 3 блюд тебе предлагают оценить еще и десерт, сложно оставаться объективным. Ну, вот эти сравнения женщин с едой, предметами, ладно. Я решила отложить вопрос с КГМ до лучших времен. И сначала разобраться с Элли. Неужели это превью? Столько лет, столько зим. Ой, вы сейчас не поверите, я пока скринила превью, у меня дернулся глаз левый 1 раз. Возле репточки стояли Ишида и Токио Райдер. Здорово, пацаны! Завидев меня, они оба тут же помрачнели. Ник, ты пришел. Как будто удивился Ишида. Ну да, конечно, у нас же репа сегодня. Да, насчет этого. Он виновато отвел взгляд. Эл сказала, что у нас будет новый басист. Никакун. Пошел в жопу. С глаз долой, из сердца вон, из группы вон, из школы вон, из города, из страны, понятно? Она тебя уничтожит, понял? Ты обедальщик с другими девчонками, понял? Ладно, короче, ну, если без шуток, это довольно импульсивное решение с ее стороны, ну, да. Но просто мне нравится, что никак он страдает. Вот такая, ну что. Еще один с глупой ухмылкой вставил Токио Райдер. Чего? Ник, извини. Это шутка такая, что ли? Я не мог поверить, что на самом деле слышу это от него. Мы сами буквально только что узнали. И ничего ей не сказали? А что мы можем? Воскликнул Ишида. Ты же понимаешь, что вся группа строится вокруг Эл. И если бы не она, дайте, по крайней мере, с ней поговорить. Она не хочет с тобой разговаривать. Это уж позволь нам с ней самим решить. Я сделал шаг вперед, но они тут же перегородили мне дорогу. Я же сказала, это по-любому это группа ее злых бывших. И теперь нам надо с ними подраться, как в этом фильме. Да уж, силы неравные. И что, если я попытаюсь пройти, будем драться? Неуверенно ухмыльнулся я. Ник, не доводи до греха. Да уж, а я-то думал, мы друзья. Это не нам решать. Но мнение-то у вас какое-то свое должно быть. Неужели вы с этим согласны? Что на уме у юной девы, нам неведомо. Да. Ник, я пытался поговорить с ней. И? Она ничего не объяснила толком. И тебе это устроило? Нет, но что еще мне прикажешь делать?
Я примерялся, я примерялся и так и этак, чтобы половчей прорваться сквозь них к дверям рыбазы, но довольно быстро понял, что это плохая идея. «Почему вы такое защищаете? Вы же ей не телохранители!» Она просила тебя не пускать. А если бы она попросила человека в Токийский залив скинуть, Токио Райдер лишь еще раз глупо ухмыльнулся в ответ. «Пацаны, ну серьезно!» «Ник, извини», — сказал уже тверже Ишида, и я наконец понял, что ловить здесь нечего. «И что за новый басист такой? Старый?» Эд? Как назывался чувак, которого мы около музыкального магазина встретили? Нихуя он не старый, может быть, чуть-чуть за 30, но он виртуоз. Это да, не поспоришь. Виртуоз, говорите. Можно быстро заменить гитару, купив новую в музыкальном магазине, но я что-то не слышал, чтобы в Токио существовал магазин басистов. То есть ты думал, ты единственный? Или ты что думал? Что он думал? Он думал вообще? Мы сами удивились, где Эл такого откопала. Мне тяжело было понять и принять причины их действий, но и винить ребят за это было глупо. Кто для них я и кто Элли? Ну в натуре, типа они тебя знают там месяц от силы. Да и нельзя забывать про японские традиции. Решения авторитетов непререкаемы, даже если они кажутся странными. Я не думал, что все это так закончится. Не грусти, может она завтра передумает? Да как же. Ты же знаешь, что она может действовать на эмоциях. Ты сам-то в это веришь? Я верю. Я 22 серии до этого видела ее действия. И да, она очень часто действует только на эмоциях. К чему эта фраза? Сам ты в это веришь? Лишь бы чем-то вот забить эфир. Ишида лишь смущенно опустил глаза. И что вообще на нее нашло? Ну, это тебе виднее. Что касается музыки, тут у нас никаких претензий нет. Что касается музыки, раздраженно повторил я. Если Элли выгнала меня из группы, то и наши отношения закончены. А что касается всего остального, может, все-таки пропустите? Мне нужно с ней поговорить. Извини, Ник, стоял на своем Ишида. Наверное, вам лучше поговорить завтра в школе. Ага, если она туда вообще придет. Почему бы тебе не сходить к ней домой, когда она остынет и успокоится? К ней домой. Одна мысль о том, что придется вновь столкнуться с Кобаяши Джуном, вызывала у меня ужас. Посмотрим. Ладно тогда. Я развернулся и побрел прочь от репточки, которая уже начинала становиться для меня родной. Вот я говорю, это все, вот в этом весь Никакун. Ой, ну что-то не такой уж из меня и басист, что-то не очень-то мне все это надо, ну что-то я там как бы это не особо, я забываю про репетиции, ой, ну короче, не очень серьезно отношусь к этому ко всему, дома не репетировал почти ни разу, по крайней мере нам этого ни разу не показали, ну кроме сцен с Элли, естественно, вот это вот все, но как только его оттуда выгнали, я ушел с репточки, которая уже становилась для меня родной. И сейчас он будет страдать, что Элли его бросила, потому что, о боже, я такой обиженный мальчик несчастный, хотя буквально в прошлой серии он говорил, господи, я просто ждал, когда это закончится. Просто Никакун be like. Многоточие. Где кот? Куда кот делся? Да, не все поступки Элли казались мне логичными, не всегда я был с ней согласен, но это уже перебор. В конце концов, если ты хочешь расстаться, скажи об этом, глядя мне в глаза. Я испытывала раздражение, злость, жалость к себе, и почему-то стыд, почему-то. Почему же? Как будто по моей вине случилось нечто непоправимое. Меня уже бросала Кэтрин, недавно уехала Химицу, однако сейчас чувство было совсем иное. Не полное опустошение, а скорее досада на самого себя за то, что что-то сделал не так. Но что? Он не знает. Безвольная, бесхребетная, бесхарактерная гнида. Дело в том, что я ругала Элли за порошок, за Тайд, мы помним, да? В Ивамуре
В том, что я недостаточно демонстрировал свою любовь? Все эти причины, возможно, и могли бы послужить поводом для расставания, но для подобной реакции их было маловато. Или повела себя по-детски жестоко, как ребенок, отрывающий лапки у безобидных жучков. Господи, она оторвала лапку Никакуну. Я злился на нее, злился на себя и злился на весь мир, потому что теперь остался совсем один. Злился на Ишиду и Токио Райдера за их малодушие. То есть им нужно было разглядеть во всем этом величайшую настоящую любовь. И во имя этой настоящей величайшей любви воспрепятствовать просьбе друга многолетнего и пустить его с ней поговорить. Да? Чувака, пойти навстречу чуваку, которого они знают месяц, вместо того, чтобы выполнить просьбу человека, которого они знают многие годы, да? Да. Злился на Химицу за то, что она так не вовремя уехала, и мне больше некому было плакаться в жилетку. Злился даже на Кёске за то, что не могу рассказать ему о случившемся, потому что он не способен быть серьезным. А ты пробовал разговаривать с Кёске серьезно? Хоть раз попробовал? Кёске — это самый эмпатичный чел, который здесь вообще существует. Неужели мы все реально вот на полном серьезе будем думать, что он не способен посочувствовать другу? Тоже многолетнему, кстати. Трэш. Подул холодный, по-настоящему зимний ветер, и я поежился. С востока надвигались свинцовые тучи, обещая затяжной дождь. Нужно спешить домой. И все-таки мы продолжим учиться с ней в одной школе еще несколько месяцев. Даже если я пока и не собираюсь навещать ее поместье, то шансов поговорить нам предоставится достаточно. Сохранение. Первый раз вижу сохранение, наверное, не замечала до этого. От этой мысли на душе сразу стало теплее, словно вновь зажглась потухшая была надежда. Так все-таки хочу я, чтобы мы были вместе или нет? Но все равно вытрухаю всем мозг. Рядом с домом стояла черная иномарка. Все, его закопают в лесу. Я так долго этого ждала. И мне сразу стало понятно, что будет дальше. Ой, мы все поняли. Здравствуйте. Я медленно подошел... Ой, у него отрезана голова из-за меня, 100%. Простите, Мицуёши, только меня не увозите в лес, пожалуйста. Я медленно подошел к машине. Водительская дверь открылась и вылез Кагимару. Однако он не обратил на меня никакого внимания и просто замер на месте. Боже, какие люди! Стекло задней двери опустилось, и я увидел Кобаяши Джуна собственной персоной. Николай, уделишь мне полчаса своего времени? Если он потрудился приехать сам, то на это должна быть веская причина. Я с трудом сглотнула и ответил, конечно, многоточие. Мы зашли в дом, Кагимару остался ждать на улице. Присаживайтесь, пожалуйста. А, это он сказал. Присаживайтесь, пожалуйста. Указал я на стул около кухонного стола. Спасибо. Вежливо улыбнулся он и сел. Господи, я занял место напротив. Николай, Элизабет вчера была очень расстроена, и мне пришлось серьезно поговорить с ней, многоточие. Ты, наверное, знаешь, в чем дело? Кобаяши-сама, подожди, предупредительно поднял он руку. Я не хочу пугать тебя, просто поговорить. Элизабет сказала, что ты положил глаз на другую девочку из школы. Кобаяши-сама, это вовсе не так. Или все неправильно? Вскричал я и замолчал на полуслове, заметив грозное выражение на его лице. Я совершенно не хочу лезть в ваши подростковые дела. Я не знаю, веришь ли ты, но я тоже был молодым и тоже совершал ошибки. Только вот есть ошибки и ошибки. Я понимаю. Я рад. В какой-то момент мне показалось, что ты можешь благотворно повлиять на Элизабет, но, видимо, ее интерес к тебе был не таким серьезным. Кобаяши-сама, бессильно выдохнул я, не зная, что сказать дальше. Казалось, что мне зачитывают приговор перед казнью. Но в этом нет твоей вины. Возможно, у тебя и были серьезные намерения в отношении моей внучки. Конечно, серьезные. Ты знал, что, когда ей было 10, Элизабет хотела стать жокеем и все свободное время проводила на конюшне? Нет, не знал.
лошади, музыка, завтра что-нибудь еще. Я хочу сказать, что для меня главное, чтобы Элизабет не сворачивала с правильного пути. А если по дороге ее будет немного заносить в ту или иную сторону, не страшно. И ты стал небольшой остановкой на этом пути, понимаешь, Николай? Господи, на самом деле это так мерзко, когда вот эти вещи начинают разруливать там родители, бабушки, дедушки. Ой, ну ты знаешь, моя дочь, она такая ветреная. Ну а ты просто, ну, господи, ну кто не увлекался? Это знаете, как мерзкая вот эта сцена в «Москва слезам не верит». Ой, возможно, вы не знаете. Ну, возможно, посмотрите, хороший фильм. Когда приходит мама вот этого чувака и начинает такая: вот, у него не было никаких серьезных намерений по отношению к вас. А кто в молодости не увлекался? С какого хрена вообще ты решаешь этот вопрос? Он вообще заварил всю эту кашу, он во всем этом участвовал. Пускай он придет и объяснится, что он не имел серьезных намерений и теперь не хочет иметь с ней ничего общего. Ну, почему это решает его мама? Он, блин, взрослый мужик. Это прям отстой. Ну, даже в подростковом возрасте это все равно отстой. Это прям выглядит мерзко. Бэ. Если вы чей-то родитель, пожалуйста, не надо так делать. Ну, пожалуйста. Дети по-дебильному, но разберутся сами, реально. Что я мог ответить? Меня до сих пор не отпускало чувство, что вот сейчас на кухню ворвется Кагимару и свернет мне шею. Мы все этого ждем. Шутка, ладно, да? В то же время в глубине души я начинала ощущать горечь потери. И хоть еще недавно мне казалось, что с Кэтрин все было не так, но боль утраты ранила так же сильно. Может быть, до разговора с Кобаяши Джуном я еще верил, что все поправимо. Элли успокоится и одумается. Кобаяши-сама, я действительно люблю Элли. Старик улыбнулся той снисходительной улыбкой, которая говорила: все проходит, и это пройдет. Ты еще молод, Николай, у тебя впереди вся жизнь, и новые знакомства, и новая любовь, и свои дети, которые будут повторять твои ошибки. Да не дай бог! Что можно было на это ответить? Прокричать, что я люблю Элли, готов за нее умереть и бросить перчатку. Ты же парень разумный, Николай. Мне, конечно, лестно от вас слышать подобное, но неужели я действительно собираюсь спорить с самым могущественным человеком Японии? Вы не думаете, что рановато делать выводы спустя всего один день? Влюбленные иногда ссорятся, это нормально? Элизабет, кажется, уже нашла тебе замену в своей группе? Спросил он с совершенно каменным лицом, словно наперед знал все, что я скажу. Вы и здесь свою руку приложили? Николай, не забывайся. Впервые за все время нахмурился старик. Я делаю то, что лучше для Элизабет. Когда она вырастет, то скажет мне спасибо. Если вы говорите, что тоже были молодым, то должны меня понимать. Просто я был на твоем месте, а ты на моем. Нет. О, кто ж спорит? Пробормотал я и поерзал. О боже. Поерзал на стуле, сидеть на одном месте становилось невыносимо, но встать и пройтись по кухне в его присутствии я не решался. Но вы не подумали, что будет, если... Я посмотрел на Кобаяши Джун... Я посмотрел Кобаяши Джуну прямо в глаза, и на мгновение мне показалось, что на его лице промелькнуло беспокойство. Если Элли передумает и снова захочет быть со мной... Он отточенным жестом почесал бороду. Старые игрушки редко достают из чулана после того, как они однажды надоедают. Да, только мы говорим о людях, а не об игрушках. Все относительно, Николай. Я не мог не признать, что в характере Элли было что-то от этого бездушного старика, но не хотел и думать, что с возрастом она станет еще более похожа на своего деда. И это все? Наконец сдался я. А что еще? Вы позволите мне жить дальше своей жизнью? С тобой лично я не ссорился. Злобно ухмыльнулся Кобаяши Джун. Казалось, что это только половина фразы, которую хотел сказать он, но продолжение не последовало. Итак, ты все понял, Николай. Он с трудом поднялся на ноги и осмотрелся. Милый у тебя дом. Жаль твоих родителей. Спасибо. Я проводил старика до машины и еще долго стоял во дворе, размышляя над случившимся. В какой-то степени действия деда казались такими же хаотичными и неразумными, как и выходки Элли. Сначала он просит следить меня, чтобы она не натворила дело, потом лично сообщает, что между нами все кончено. Возможно, в этом жестоком и умудренном сединами старце все же больше человеческого, чем кажется на первый взгляд. Он говорил про ошибки молодости, но не совершает ли он точно такие же ошибки старости, не давая внучке
девушке получать собственный опыт, пусть и не всегда положительный. Это, кстати, очень хорошая мысль, очень хорошая мысль. Вряд ли можно вырастить хорошего человека, держа его всю жизнь в золотой клетке. Ну, почему? Вероятности есть. Есть вероятность обратного. Но все эти домыслы звучали у меня в голове, как сухие цифры со страниц научного отчета. В них не было чувств, эмоций, в них не было души. Может, он рыжий? Это шутка. Старая дурацкая шутка. А ведь выходит, что я действительно потерял девушку, с которой рассчитывал строить отношения. То есть он все-таки рассчитывал строить отношения. Но в прошлой серии мы думали, что он не рассчитывал, хотя в позапрошлой серии мы думали, что рассчитывал, а в позапрошлой серии думали, что не рассчитывал. Фух. И вновь, и виноват ли в этом и Николай Анохин, Порошок, сама Элли или ее дед, какая уже разница? Я присел на крыльцо и задумался. В груди что-то сильно сдавило, и вдруг стало тяжело дышать. Это 87-й год, еще нет причин сильно переживать, да, хотя это может быть воспаление легких. Перед глазами явственно появилось смеющееся лицо Элли. Если бы она не была Кобаяши, ах! Если бы... Что там было? Не забыла. У Шекспира как там было? Ромео! Как мне жаль, что ты Ромео! Отринь отца, да имя измени. Я отбросил все эти «если», отбросил страх, подбросил монетку, отбросил прочие условности и понял, что как сильно мне ее не хватает. Ирина появилась в моей жизни неожиданно, и также неожиданно из нее исчезла. Кобаяши Джун в итоге не сделал мне ничего плохого, но я все это время боялся и продолжаю бояться даже сейчас. Не из-за этого ли страха я в итоге и потерял Элли? Если бы я был увереннее в себе, больше демонстрировал свои чувства, все могло бы пойти по-другому. Проблема именно в том, что я и сам не мог понять, что чувствую. Но сейчас от мысли об Элли к горлу подступали жгучие рыдания. Опа, пришла, здравствуйте. Нико-сан. Возле ворот стояла Кагаме и внимательно смотрела на меня. Господи, опять ты, обреченно вздохнул я. И с удивлением про себя отметил, что не особо разозлился очередному ее случайному визиту. Дай угадаю, ты просто мимо проходила. Нико-сан, ну ты же умный парень. Конечно, я за тобой следила. Опять превью? Да еще Коко. Она подошла ближе и буквально нависла надо мной. И много ты видела? Много ли я видела? Повторила она, словно не поняла мой вопрос. Я видела, как человек, похожий на Кобаяши Джуна, вышел из твоего дома, сел в машину и уехал, многоточие. Вы поссорились с Кобаяши-сан? С чего ты взяла? Стал бы ее дед иначе тратить свое время на тебя, ухмыльнулась Кагаме. Ну, спасибо, обласкала. Нико-сан, я просто говорю правду, а вот ты, похоже, предпочитаешь скрываться в своих фантазиях. Я не намерен с тобой спорить. Разве ты не понимаешь, что вы с Кобаяши не пара? А не ты ли ему ее подпихивала постоянно, блин? О, ну вы хорошая пара. А теперь они не пара. Вот так вот. А ты что, Купидон, чтобы об этом судить? Мне хотелось по-настоящему разозлиться на Ивамуру, но то ли не хватало сил, то ли я где-то в глубине души был попросту с ней согласен. Со стороны всегда виднее. И что же ты видишь? «Вы не подходите друг другу!» – воскликнула она так, словно объясняла мне прописные истины. «И почему же? Во-первых, потому что она Кобаяши, а ты обычный человек. Я ни в коем случае не хочу сказать, что быть обычным плохо, но ее через 5-10 лет ждет судьба, что выпадает одному из миллиона, даже из миллиарда человек. Ты можешь представить себя рядом с ней, когда она займет место во главе Кобаяши Корпорейшн? Я так далеко не загадываю, буркнул я в ответ, но прекрасно понимал, что представить этого не могу. Но почему ты считаешь, что Элли обязательно пойдет по стопам своего деда? Она хочет заниматься музыкой. Ты сам-то в это веришь? Громко рассмеялась Кагаме и наклонилась еще ближе к моему лицу. Нико-сан, я хочу уберечь тебя от горького разочарования в дальнейшем. Знаешь, ее дед примерно то же самое говорил. Он тоже не хочет, чтобы Эля совершала ошибки. А ты не думал, что он может быть прав? Странное единодушие Кагаме и Кобаяши Джуна не просто удивляло, но и пугало. В любом случае, тебя это не касается. Разве ты еще не понял, Нико-сан? Многоточие. Я знал, что она скажет дальше, но не хотел этого слышать. Боялся или причина сложнее? Со мной у тебя не было бы таких проблем. Она погладила меня рукой по щеке. Ивамура-сан,
Зачем же так формально? Кагаме, все это сейчас очень неуместно. Я не чувствовал в себе сил просто оттолкнуть ее. Более того, мне было приятно внимание этой девочки. Пусть и выказывала она его совсем не вовремя. Но я ведь не могу просто разлюбить тебя! Она отказала мне, сказала, что любит тебя, думает, что любит тебя. Она не может любить меня. Просто реально Россия 1 начинается. Что это? Любовь слишком громко звучит, тебе не кажется? Как уж есть. Вдруг нахмурилась она, но тут же одернула себя и вновь улыбнулась. Сердцу не прикажешь. Ага, ну да, конечно. Что у него за дебильные фразы в этой серии? Пробормотал я. Господи, осталось 20 минут, давайте быстрее, блин. Мне и месяца не хватило, чтобы до конца определиться, что я чувствую к Элли, а уж от Кагаме, учитывая ее характер, такой стремительности ожидать никак было нельзя. Ты же любишь Кобаяши? Почему тогда ты отказываешь мне в праве любить тебя? Да никому я ни в чем не отказываю. Слова Ивамуры звучали красиво. Мне показалось, он губами зашевелил. И в другой ситуации я мог бы, не задумываясь, броситься в ее объятия. Однако не из-за этих ли приставаний Кагаме или меня ревновала. Но ты ведешь себя странно, преследуешь меня, словно всеми силами добиваешься, чтобы мы расстались с Элли. Я просто хотела проводить с тобой больше времени. Это она маньячка. И если такой малости достаточно для Кобаяши, то стоит задуматься, а любила она тебя вообще когда-нибудь по-настоящему? Невинно ответила она. Действительно, в словах Кагаме была неоспоримая логика. Но таков уж характер Элли, взлеты и падения, вспышки и затмения, крик и тишина, мажор и минор. Не смотри на нее, Нико-сан, смотри только на меня. Кагаме приподняла мою голову так, что наши глаза встретились. Страсть на ее прекрасном лице казалась искренней. Неужели она всегда была такой красивой, а я просто не замечал? Да и с Элли у меня уже все было кончено. Если еще час назад могли оставаться какие-то сомнения, то после разговора с Кобаяши Джуном все стало предельно ясно. К тому же казалось, что Кагаме вариант куда проще, но... Вот тут мы заговорили по-честному, попроще, не так, чтобы не так заморачиваться, да, ее проще покорить, ее проще удивить, что она там видела в своей жизни, ресторан, школу, тюрьму, такое. Я ругал себя за слабость и малодушие, но в то же время не чувствовал внутри силы отказаться от ее манящих губ. И мы поцеловались. Делала она это довольно неумело, но отсутствие опыта компенсировало стараний. Господи. Еще вчера я целовала одну девушку, а уже сегодня другую. Наверное, многие упрекнут меня за такое поведение. Да нет. Да нет. Мы? Нет. Но мне просто надоело наступать на одни и те же грабли, поэтому я на эти грабли прыгнул нахрен. Вот так-то. Сначала Кэтрин, потом Элли, даже Химицу. Почему я должен бегать за ними и почему должен сразу отказываться, если кто-то бегает за мной? Не должен. Никто этого не говорил. Наконец Кагаме отстранилась от меня. Ну, как стало лучше? Возможно. Но все-таки я смотрел на нее и пытался уловить малейшие намеки на обман. Ты думаешь, что я не искренна с тобой, Нико-сан? Да, такие мысли меня посещали. Тогда... Ну нет! Ну что это? Give me a second. Я докажу свою искренность. Нет, не надо. Пытаешься подкупить меня сексом? Многоточие. Она смутилась, явно не ожидая такого ответа. Для тебя, может, это дело и непривычное, а вот у меня никогда не было ничего подобного. Наоборот, привычное. Никогда не было ничего подобного. Но, сделав первый шаг, было глупо сейчас идти на попятную. Будь нежен, пожалуйста. Господи, не могу. Почему это все происходит?
Прошептала она томным голосом, и тут же стало понятно, что я зашел слишком далеко и остановиться теперь не могу. Словно вагонетка из фильма про Индиану Джонса, летящая в пропасть. Я надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Мы делаем. Улыбнулась Кагаме и протянула мне руку, многоточие. Я надеюсь, этих не будет? Ладно. А то, знаете ли, YouTube сетзула. Вот так и закончилась, не успев толком начаться, моя карьера рок-музыканта. С ней закончились и наши отношения с Элли. Мне было грустно, и я чувствовал потерю, но пытался утешать себя тем, что от меня в итоге ничего не зависело. А с Кагаме под боком это делать было намного проще. Вот так-то. Я убеждал себя, что против Кобаяши Джуна не попрешь. В итоге деньги победили и любовь, и рок-н-ролл. Так вот, где было название оправдано? В последнем слайде этой гениальнейшей новеллы. Это же был последний слайд, пожалуйста. Пожалуйста. XXXX 1987 года. В общем, какой-то неназванный день. Под Новый год, наверное. Не знаю. На следующее утро я проснулся с... Так следующее же утро. Значит, 16 октября, нет? Я проснулся с ощущением, что совершил ужасную ошибку. Кагаме уже встала и готовила завтрак, и теперь казалось, что пути назад больше нет. Мне сложно было представить, что после того, что что было между нами этой ночью, она отступится. А Элли, даже если передумает, меня никогда не простит за измену. Оставалось только откинуться на спинку кресла и наслаждаться полетом. Кагаме вела себя мило, где-то даже чересчур. Если она хотела мне понравиться, то это у нее, конечно, получилось, но с другой стороны, мне не покидало ощущение, что я попал в дорогой отель, где меня обхаживают опытные официанты и горничные, однако ровно до того момента, пока у меня не закончатся деньги. Я так странно прочитала, был в этих отношениях не то чтобы подвох, но какая-то условность. Тем не менее, на людях и в школе Кагаме держалась сдержаннее. Я спросила, не лучше ли нам притворяться, что между нами ничего нет, но она лишь пожала плечами в ответ. В любом случае, мне не хотелось, чтобы все окружающие считали, что я меняю девушек как перчатки. Особенно Кёски, который никогда бы не понял, почему я променял Элли Саму на Ивамуру. Впрочем, наше расставание с Элли все равно бы не удалось долго скрывать. А тут еще и она сама перестала ходить в школу. Официально не объявляли, но Элли перевелась. Но с того дня никто из одноклассников ее больше не видел. В том числе и Такихито, с которой у меня состоялся неприятный разговор. Один раз я сходил на реп-базу Zfills и узнал, что с Элли все в порядке, просто ей нужно отдохнуть от всего. Отношения же с Кагаме начали буксировать с самого начала. Обычно после школы мы шли ко мне, занимались сексом, после чего она почти сразу уезжала домой под предлогом, что в ресторане много дел. Мы не ходили на свидания, практически не говорили ни о чем, кроме школы, и в принципе имели мало общего. Однако чем дальше, тем больше я держался за эти отношения, потому что они были единственным, что у меня оставалось ценного в жизни. Не звучит как что-то очень ценное в жизни, ладно. Надо отдать должное и Кагаме, она не делала ничего сверхъестественного, но в то же время не устраивала истерик, не затевала ссор, не спорила по пустякам и в целом вела себя как хорошая послушная восточная жена. Да и готовила не хуже Химицу. Наверняка при других обстоятельствах мне бы быстро это наскучило. Есть люди, которые не могут долго жить без интенсивной внешней стимуляции, будь то неразумные на первый взгляд покупки, путешествия, рок-музыка, романы на стороне, дикие пьянки или эмоциональные взрывы в отношениях. Наверное, и я относился к этому типу людей. Это то, о чем я твержу вам. Все это время ему просто все это, нахрен надо найти какой-то повод страдать, вот эти качели себе устраивать специально. А главное, приправлять все это в удобные моменты страданиями по родителям погибшим, только тогда, когда это удобно, но ни в коем случае не как главный мотиватор. И вот так вот жить. Это то, о чем я говорила вам все это время. Относился он просто к этому типу людей.
Однако после всего, что произошло этой осенью, даже мне нужна была передышка и тихая гавань. Ее как раз и обеспечивала мне Кагаме, многоточие, какое потребительское отношение вообще к окружающим людям. Это просто стыд и срам. Я сидел на кухне и смотрел, как моя новая девушка готовит завтрак. Только что закончилась та редкая ночь, которую мы провели вместе, а утром у Кагаме был выходной в ресторане. «Не хочешь сходить куда-нибудь?» «Куда?» Оторвалась она от плиты и удивленно посмотрела на меня. «Ну, не знаю, Кёски говорил, что в парке аттракционов сегодня скидки на вход для пар. Отличная идея, Нико-сан, только вот мне еще много уроков, я хотела подготовиться к контрольной». «Ну да, контрольная». «И тебе бы не помешало, кстати. Ты после школы собираешься куда-то поступать?» «Конечно». Я так и ждал следом вопроса, а ты нет? Но он не последовал. И куда? На экономический факультет в Тодай. Тодай? Воскликнул я громче, чем хотел. А что такого? Да ничего, просто... А у нее губа не дура. Конечно, я знал, что Кагаме отличница, но отличниц много, а Тодай один. С другой стороны, и вступительные экзамены для всех одинаковые. Сдашь и поступишь. Для всех? Да не для всех. Я не мог представить себе ситуацию, при которой Элли бы не поступила, даже если бы вообще не пришла на экзамены. Впрочем, возможно, дед отправит ее учиться за границу. И опять я вспоминаю про Элли, ну, конечно же. Уже давно пора забыть, между нами все кончено, и, возможно, мы даже больше никогда не увидимся. О чем размышляешь, Нико-сан? «Никак думаешь, что я там могу столкнуться с Кобаяши?» Словно читала она мои мысли. «Да, то есть нет». «Не волнуйся, даже если и буду учиться в Тодае, а ты нет, мы все равно будем вместе. Это радует», — сказал я без особого энтузиазма, но Кагаме никак на это не отреагировала. «Так ты точно не хочешь сегодня никуда сходить?» «Дело не в том, что я не хочу, Нико-сан». Она, наконец, закончила готовить и положила мне на тарелку жареный рис с овощами. Для завтрака это блюдо было все же тяжеловато, но я воздержался от комментариев. Слушайте, я, кстати, очень часто слышу такой тейк, что типа, зачем завтракать тяжелой пищей? Просто у нас по-разному так работает пищеварение, кто-то вообще утром не может жрать. А я, наоборот, я просыпаюсь просто голодная, как волчица. Я хочу прям жареного, я хочу прям рис, я хочу макароны, котлеты. А вечером, наоборот, хочется чего-то такого попроще, полегче, быстрое что-то там, не знаю, овощи, попить, может быть, больше. Короче, что-то такое. Видите, у всех по-разному. Но прям часто люди такие, о, как можно есть такое тяжелое там на утро. Я такая, блин, а как можно наесться утром блинчиком? Ну, хотя блинчики блинчикам рознь. И по размерам, и по степени жирности. Так что да. Просто в Тодай лентяев не принимают. Ну да, я туда и не собирался. Она опять промолчала. Хотя сейчас мне на самом деле хотелось услышать от нее что-нибудь. Пусть даже издевку или сарказм. «Дома все в порядке? А почему ты спрашиваешь?» «Ну, не знаю, может, потому что твоего отца недавно похищали?» «Да, с папой все хорошо», — ответила она так, будто речь шла о совершенно тривиальных вещах. «А как дела в ресторане? За все время, что мы вместе, Кагаме ни разу не пригласила меня к себе. Все хорошо, спасибо». «Ну, хорошо, раз хорошо», — вздохнул я и принялся за еду, многоточие. День шел за днем, и в какой-то момент мне начало казаться, что в мою жизнь вернулась Химицу, хотя даже она не была такой отстраненной. Даже Химицу такой отстраненной? Чё? Она была вообще максимально неотстраненной. Он сам вообще помнит, что он до этого, с кем он общался, что это? По-настоящему я чувствовал Кагаме только в постели, а все остальное время мы были больше похожи на соседей по квартире. Эти соседи находились в хороших отношениях, уважали друг друга, но жили вместе просто вынужденно, из-за нехватки денег на свой собственный угол. Как только деньги появятся, они разъедутся и больше не вспомнят друг о друге. Или, возможно, так обстояло дело с точки зрения Кагаме. Я же по-прежнему боялся потерять ее и остаться в полном одиночестве. В школе в итоге узнали о наших отношениях. Кёски, конечно, не был рад, но отреагировал спокойнее, чем я предполагал. Остальные же вскоре стали меня сторониться. Видимо, сказался социальный статус Кагаме. Что же, это было ожидаемо, но от этого не менее болезненно.
Мне казалось, что чем дальше, тем больше я теряю связь с реальностью. Мой мир постепенно сам с собой начал замыкаться на Ивамуре. Кёски, хоть и не обиделся, но стал реже разговаривать со мной. Майкл вообще никогда не был самым компанейским человеком в классе. Да и остальные парни, с которыми я и раньше не часто общался, начали меня избегать. Кагаме же, естественно, все это совершенно не волновало, потому что она уже привыкла. Или, по крайней мере, умело делала вид, многоточие. О, господи, это сколько можно, этот эпилог? Кому вам интересно, чем дело кончилось, реально? Однажды мы обедали на крыше, и я с удовольствием уплетал приготовленное ей бенто. Слушай, а тебе никогда не бывает одиноко? Одиноко? Ну, я имею в виду, что остальные тебя избегают. Я хотела подобрать более нейтральное выражение, но не смог. Нико-сан, ты переживаешь, что теперь избегают и тебя? Она внимательно посмотрела на меня и улыбнулась. Знаешь, да, приходили такие мысли. Но ведь у тебя есть я. Она пододвинулась и обхватила мою руку. Это, конечно, радует. Только не похоже, что ты особо рад. Просто... Да ладно, забудь. Столько всего случилось за последнее время. Но теперь-то все позади. Позади. Если вдруг вам на голову свалится метеорит, то какова вероятность, что тут же упадет и второй? Однако вы все равно больше всего на свете будете бояться, что какой-то небесный камешек с горячими следами, по горячим следам попытается завершить дело, начатое собратом. Вот и мне упорно казалось, что еще ничего не кончено. Или ты боишься, что Кобаяши тебе отомстит? Я сначала даже не понял вопроса. Отомстит мне за что? Ну, я не знаю, что там на уме у этих Аджо-сам. Конечно, я не боялся мести со стороны Эли. Вот ее дед, другое дело. Но и тут вопрос на первый взгляд казался исчерпанным. У вас прям с ней война. Классовая, если так можно сказать, хмыкнула Кагаме и вернулась к своему бенто. Ну а ты, Нико-сан, после того, как Кобаяши с тобой поступила, разве не изменил мнение о ней? Я попытался найти где-то внутри обиду, злобу или неприязнь, но у меня ничего не вышло. При воспоминаниях об Эле рождалось только чувство потери и вина. Но почему я должен винить себя в том, что случилось? Мы не будем на этом останавливаться. Ну, люди расстаются, такое бывает. Но ведь мы не расстались, но ведь вы не расстались, она тебя бросила. Бросила. Нико-сан! Нечасто в последнее время я видел искреннее раздражение на ее лице. Ну, а что ты от меня хочешь? Поклясться в кровной мести? А что, это неплохая идея. Да ладно тебе, надо двигаться дальше, сама же говорила. А я такое говорила? Говорила? Или могла бы сказать? Да, пожалуй, ладно. Этот разговор уже начинал конкретно действовать на нервы. Я закрыл коробочку с недоеденным бенто и поднялся на ноги. Все было очень вкусно, как всегда, спасибо. Я рада. Мило улыбнулась Кагаме, тоже встала и поцеловала меня в щеку. Пойдем на урок? Угу, многоточие. Можно ли убежать от самого себя? От тебя мы сегодня убежим, это точно. Иногда подобная гонка продолжается всю жизнь, а иногда заканчивается довольно быстро и печально. Я искренне надеялся, что наши отношения с Кагаме продлятся долго и не станут такими же американскими горками, как мои предыдущие романы. Но в то же время с каждым днем все крепла уверенность, что нам бы лучше было встретиться в других обстоятельствах. Прошло уже довольно много времени, и я почти привык к новой жизни. Сомнения в том, как я правильно поступил, выбрав Кагаме, начали ослабевать. В конце концов, человек ведь ко всему приспосабливается. Девчонки, пишите в комментариях, будет очень приятно услышать, что ваш молодой человек в итоге, типа, ну не то чтобы выбрал жить с вами, а приспособился. Ну, типа, вот так. Просто был когда-то запасной аэродром, ну а теперь уже приспособился, уже классно. Это то, что хочется услышать на 10-ю годовщину свадьбы, да? Руки, ноги, голова на месте, банковский счет цел, даже девушка есть. О чем еще можно мечтать? Конечно, какой-нибудь хреновнейший. Очередной день шел как по расписанию, уроки закончились, Кагаме сказал, что сегодня занята в ресторане. Боже, как интересно. Я вышел из школы и собирался идти домой, чтобы предаться праздности, но у школьных ворот увидел того, кого там увидеть никак не ожидал. О боже, здравствуйте, сними очки. Токио Райдера. Йоу, заметил меня и помахал рукой. Чем обязан? Я по поводу Эл. И что с ней? Я старался выглядеть максимально незаинтересованным, но при упоминании об Эле сердечко-то ёкнуло. У нас сегодня концерт, но Эл совсем плоха.
совсем плоха. В последнее время она стала сдавать. Ты можешь выражаться яснее? Она же не бабка старая. И его обычная манера разговора начала выводить меня из себя. Тебе лучше будет... О боже, нет. Тебе лучше будет самому все увидеть. Эл должна быть в клубе уже через час-полтора. Не думаю, что она будет рада. В другой ситуации я бы и не предлагал. А что такого сейчас-то случилось, господи? Ты же знаешь, что она увлекается некоторыми веществами, допустим. Насторожился я. И она с утра была в таком состоянии, что мы не уверены, что она сможет отыграть концерт. Ну а я-то чем могу помочь, я не врач. Он вдруг бросил... О! Глазище. Он бросил на меня пристальный взгляд из-под очков и нахмурился. Ну, мое дело предупредить. Засим откланиваюсь. И быстро зашагал к спортивной машине, припаркованной рядом. Блин, вот кто-нибудь бы сказал, много там еще, уже час прошел. Ой, про то, что Элли может без меня сорваться, я даже как-то и не думал, но совесть все равно остается лучшим контролером. Она сама решила прекратить отношения со мной, значит, это больше не моя проблема. Нико-сан, кто это был? Я вздрогнула и обернулся. Не пугай так! Передо мной стояла Кагаме и вопросительно смотрела на меня. Я думал, ты уже ушла. Задержали в учительской? А, ясно. Так кто это был? Мне незачем было врать ей сейчас. Ну и сказать правду, словно что-то мешало. Как и всегда, мать твою. Могла ли Кагаме знать в лицо Токио Райдера? Вряд ли. Возможно, если бы я в свое время был честнее с Элли и с Химицу, и, возможно, с Кэтрин... Я тяжело вздохнул и медленно произнес. Мы с ним играли вместе в Зетфилс. Понятно, и что он хотел? Попросил меня поговорить с Элли. Поговорить о чем? Да так. Мой порыв искренности резко пошел на убыль. Нико-сан, вдруг нахмурилась Кагаме. Ну что, похоже, у них проблема музыкального плана. Он считает, что я могу помочь. Это все? Да, все. Что еще? И что ты будешь делать? Да ничего, не вижу, чем я могу помочь в их ситуации. Она сощурилась, как будто пыталась понять, вру я или нет. Это правильно, Нико-сан. Я рада, что ты это понимаешь. Я не стала уточнять, что именно это. Ладно, мне сегодня надо помочь дедушке в ресторане, я уже говорила. Пока. Пока. Я еще довольно долго стояла и смотрела вслед Кагаме, пока она не скрылась за поворотом, многоточие. Учти, знаешь ли, хороший мой прекрасный человечек, она умеет за тобой следить, чтобы ты не видел. И так оказалось, что было глупо думать, будто Элли навсегда исчезла из моей жизни. Я шел домой и размышлял о том, что услышала от Токио Райдера. Может быть, дела действительно плохи, если уж он обратился ко мне. Но опять же, что я могу сделать в этой ситуации? Разве Элли меня послушает теперь, после того, как мы расстались, и я сошелся с Кагаме? А от воспоминания о прошлом закружилась голова. Нет, если бы мы сейчас были вместе, если бы сегодня вечером я стоял на сцене рядом с ней, то все наверняка сложилось бы иначе, если бы да кабы, как говорится. Так ли уж важно сейчас, что стало причиной нашего расставания, если я хоть как-то могу ей помочь? А как же Кагаме? А что Кагаме? Она сама говорила, что никогда бы меня не бросила так, как это сделала Элли. Более того, она сказала бы, что не ревновала бы тебя по пустякам. Сейчас проверим. Значит, я имею полное право общаться с теми, с кем хочу, мой прекрасный наивный мальчик. Но хочу ли я сейчас видеть Элли? Сердце в груди сжалось, давая понять, что очень хочу, многоточие. Меня, естественно, никто не спросит, я же здесь не в игры играю, ой. Я вернулся домой, зашел на кухню и без сил опустился на стул. Воспоминания были, захлестнули меня с новой силой. Все репетиции, что мы отыграли вместе, ее ослепительная улыбка, глаза цвета самого синего неба, жар ее тела, когда мы сливались в едином порыве страсти, даже гримаса недовольства на ее прекрасном лице, из-за которой на щеках появлялись милые ямочки. Не при улыбке, да, ладно. А если с Элли что-то случится? Я был готов смириться с тем, что мне больно... Только знаю, что она в порядке. Со мной или без меня. Казалось, что все последнее время я пребывал в неком дурмане, забыв, кем я... Блин, я просто уже не могу, когда это кончится. Расставание с Элли разделило мою жизнь на до и после. Мы часто обвиняем других людей в слабости и малодушности, но когда настает наше время, поступаем точно так же, как и... Точно так же и не давим, и не видим. Я вообще уже все, не умею читать.
Не видим в этом ничего дурного, наоборот, придумывая себе всяческие оправдания. Ну а вот с моих глаз наконец спала пелена, и я понял, что никогда не переставал любить Элли, а просто загнал это чувство в самые дальние глубины души, и сразу разрешились все сомнения, мучившие меня раньше. Элли так отчаянно демонстрировала свою любовь, что я с самого начала полностью уверился в том, что она никуда не денется, я представить не мог, бла-бла-бла. Короче, как всегда, просто ему нравится так жить, смиритесь. Его невозможно жалеть, потому что ему просто это все нравится. Вот и все. А как говорится, нравится страдать, страдай. Что я могу сказать? Все, что может закончиться... Что имеем, не храним, потерявши плачем. Как же я мог быть так слеп? Как мог убедить себя в том, что и так нормально? Блин, пожалуйста, закончи. Я выскочил из дома и побежал в клуб, уже прокручивая в голове, что нужно сделать. Во-первых, надо извиниться за свое поведение и поклясться, что с КГМ у меня все кончено. Во-вторых, я скажу Элли, что люблю ее и всегда любила, что этого никто и ничто и никогда не изменит. Или наоборот, сначала про любовь, а потом все остальное не важно. Главное, что она поймет, простит, и мы снова будем вместе. Я летел вперед свободно, как ветер, не чувствовал усталости и волнения, не обращал внимания на встречных людей, а все светофоры приветливо подмигивали мне зеленым. Как хорошо, что понимание пришло так вовремя, вовремя! Еще бы немного и... Здравствуйте. Возле входа в клуб стояли Ишидо и Токио Райдер. Я подбежал к ним и отдышался. Значит, ты все-таки пришел. Прибежал. Ник! Начал Ишидо, посмотрел на меня с болью в глазах и вдруг опустил голову. Что? С Элли все в порядке? У меня появилось нехорошее предчувствие. Она в гримерке. Просила ее не беспокоить. Но тебе можно. Я перевел взгляд на Токио Райдера, с Токио Райдера на Ишиду, но не стал больше ничего спрашивать и бросился внутрь клуба. Какая-то женщина сидит в трусах. До концерта еще оставалось много времени, поэтому в зале не было никого, за исключением нескольких музыкантов, которые лениво... Я постучал в дверь гримерки, но мне никто не ответил. Тревога нарастала. Элли, это я, Ник. И опять тишина. Элли, ты там, открой. Я схватился за ручку, но заперта. Не заперта. Дернул ее, вошел в комнату, а там... Чё, дедуль, как там путь? Что-то там свернуть с пути правильного? Нет, да? Да, нет. Дедуль. Алло. Элли лежала на диване в неестественной позе. Элли, я подскочил и затряс ее за плечи. Ник, ты все-таки пришел, слабо прошептала она. Ишида предлагал тебя позвать, но я не соглашалась, а ты все-таки пришел. Рядом с ней валялся довольно большой пакетик, а по дивану был рассыпан порошок. Господи, ты опять за свое! Сколько ты употребила? Не знаю, не помню. Подожди, я позову кого-нибудь. Я уже собрался бежать за помощью, но Элли схватила меня за штанину. Ее ослабевшая рука еле держалась на весу. Побудь со мной, и все пройдет. Но я опустился на колени рядом с ней. Возможно, все действительно не так страшно. В прошлый раз она довольно быстро оклемалась. Однако Элли тяжело дышала и выглядела смертельно бледной. Ник. Она вдруг зашлась тяжелым кашлем и как будто на секунду отключилась. Ну все, так дело не пойдет. Я вскочила и выбежала из гримерки. И побежал домой. И титры. На улицу. Подбежал к Ишиде. Звони в скорую, Элли плохо. Что случилось? Она опять обдолбалась. Извините, пожалуйста, просто смешно прозвучало. Ник, ты уверен? Да, уверен, звонит твою мать. Бросила я ему и кинулся обратно в клуб, многоточие. Ник, дыхание Элли стало хриплым и прерывистым. Все в порядке, врачи уже едут. Ник, я гладила ее по волосам, слипшимся от пота. Ник, я умру? Нет, ты не умрешь, с чего ты взяла? Потому что так плохо никогда не было. «Ну, так надо было думать сначала!» — вскричал я, но тут же мысленно обругал себя за это. «Извини, я не хотел. Или прости меня за все. Я не должен был так поступать. Я люблю тебя, по-настоящему люблю. Прости, что я так поздно это понял». Горячие слезы текли по моим щекам. «Ник, я так рада, что ты здесь. Конечно, я здесь. Где же мне еще быть?» Я схватил ее ладошку и крепко сжал в своих руках, но Элли никак не отреагировала. Похоже, дела действительно обстояли паршиво. Девочка была... Почему мы называем их девочками? Меня это немножечко смущает. Была в каком-то полузабытие, а я вообще не был уверен, понимает ли она, что происходит. Ник, я так тебя люблю. Я тоже тебя люблю, сильно-сильно. И если даже в таком состоянии Элли говорит про любовь, то все это время я разрыдался и зарылся лицом в ее светлых волосах. Прости меня, прости. За что?
ты извиняешься?» — спросила она еле слышно. «За то, что не был рядом, что оставил тебя, что поступил подло, что предал тебя. Это не важно», — проговорила она и вновь закашлялась. «Мы ведь завтра пойдем кататься на лошадях». О боже, это так трогательно. Она вспомнила про лошадей перед смертью. Кошмар. Я с трудом сдержал вопль отчаяния. «Когда я вырасту, то выиграю все гонки. Я покажу тебе моего любимого коня, его зовут Персик. Элли!» Стонал я, не понимая, что говорить в этой ситуации, нужно ли вообще что-то говорить. «Я научу тебя ездить верхом». Элли бредила, и это был плохой признак. Господи, она ведь действительно может умереть. Мне понадобилось полминуты, чтобы нащупать пульс. Сердце стучало быстро и нерегулярно. «Элли, солнышко, помощь уже в пути. Хочешь пить?» Я ошалела, окинул взглядом гримерку, но заметил только бутылки пива, стоящие тут и там. «Элли?» Она замолчала и, похоже, отключилась. «Элли!» Я чувствовал себя так, как будто лично открывал пакет, лично высыпал оттуда порошок и делал дорожку. Высыпал, наверное. И если бы не моя нерешительность и жалость к себе, если скорая не успеет, если врачи не справятся, я никогда себя не прощу. «Ник!» Вдруг открыла глаза Элли. «Да, солнышко, я тут!» Я крепко сжал ее ладошки в своих руках. «Я не хочу, чтобы ты уходил, как мама с папой. Я никуда не уйду, клянусь. Не оставляй меня, пожалуйста. Не оставлю. Я не хочу быть одна. Ты больше никогда не будешь одна. Ник, мне страшно». Я ощущал все свое бессилие, и от этого становилось еще больнее. Зачем нужны миллионы лет эволюции, приведшие к формированию самосознания, если в жизни случается такое? Я вдруг захотел почувствовать себя счастливой, неведающей горя обезьяны, сидящей на ветке в африканских джунглях. «Не бойся, я с тобой». Мои слова звучали так, как будто их говорил кто-то другой. А я же был заточен в своей собственной голове, пленник своих чувств. Окружающая реальность ощущалась все слабее, постепенно заменяясь всепоглощающей болью, которая буквально разрывала меня изнутри. Не знаю, сколько прошло времени. Может, несколько минут, а может, несколько часов. Или пару раз теряла сознание, но потом все же приходила в себя. Наконец, ее глаза на мгновение прояснились. «Ник?» — позвала она все тем же еле различимым голосом. «Ты пришел послушать концерт?» «Да, солнышко, я пришел. Знаешь, я что-то себя не очень чувствую. А наш новый басист, он мне совсем даже не нравится. Его дедушка помог». Элли несколько раз кашлянула и вдруг забилась в конвульсиях. «Элли!» «Ник, мне страшно». Тут двери в гримерку с грохотом распахнулись, в дверь влетели какие-то люди в белом, меня грубо оттолкнули, я упал на пол, вскочил и попытался вновь подойти к Элли, но меня схватили за руки Ишида и Токио Райдер. «Ник, пойдем, мы тут помочь уже не сможем». Где-то в глубине сознания я понимал, что они правы, но тело двигалось, как будто марионетка на веревочках. Наконец, последние силы меня покинули, и я безвольно повис у них на руках, многоточие. Давайте только не будем описывать все это время вот ожидания. На улице возле дверей клуба стояла карета скорой помощи. «Ник, ты в порядке?» Ишида махал руками у меня перед лицом, в то время как я находился в полной прострации. «Ник!» Я опустился на бордюр и обхватил голову руками. Ишида с Токио Райдером что-то говорили мне, но их слова сливались в неразборчивый фоновый шум. Вскоре пришел и Мицуёши. Не знаю, сколько я так просидел, но через какое-то время из клуба на носилках вынесли Элли. Я тут же подбежал к врачам, пытаясь узнать, жива ли она, но меня вновь оттолкнули. Однако оказалось, что жива, многоточие. Элли увезли ребята из Зетвиллс, зашли в клуб, чтобы уладить какие-то вопросы, и я остался один. Куда же делись те надежды, которые грели сердце всю дорогу сюда? Как быстро все может измениться в жизни буквально за каких-то полчаса. Но может дело в том, что того будущего, которое я себе представлял, никогда не существовало. Да, вообще будущего не существует, кстати, доброе утро. Выборы, сделанные мной ранее, привели меня именно к этому моменту. Конечно, не все в мире зависит от моих поступков, да, и теперь уже никогда не узнать, как бы сложилась моя жизнь, поведи себя я иначе в прошлом. По крайней мере, у меня остается Кагаме! Внезапно! Господи, какая гнида! Мне было противно от этой мысли, но она вновь и вновь возникала в сознании. Пока одна часть меня разрывалась невыносимой болью от того, что случилось с Элли, другая планомерно и довольно хладнокровно просчитывала дальнейшие действия. Когда Кобаяши Джун узнает о произошедшем с его внучкой, он вряд ли будет вдумчиво разбираться, кто виноват, а кто нет. И тогда могут полететь головы. Нико-сан? Здравствуйте. А что такое у нас?
Короче, она их сейчас всех зарежет просто. Я поднял голову и мутным взглядом посмотрел на Кагаме, непонятно откуда взявшуюся возле клуба. Солнце уже начало опускаться за высотки, стоящие вдалеке на западе. Неужели прошло столько времени? Нико-сан, ты же сказал, что не пойдешь к Кобаяши. Многоточие, я не знал, что ей ответить, и вообще был не в состоянии формулировать осмысленные фразы. К тому же, Кагаме выглядела как-то странно. Конечно, она злилась на меня за то, что я сюда пришел, но... Что она сама здесь делает? Следишь за мной? Услышал я свой голос словно со стороны. Я закончила пораньше и решила сделать тебе сюрприз, но тебя дома не оказалось. И ты, значит, решила, что я пошел на концерт? Она вдруг посмотрела на меня чуть ли не с ненавистью. Этого вполне стоило от тебя ожидать рано или поздно. Ты не знаешь, о чем говоришь. Пролепетал я, но меня тут же взяла злость на самого себя за собственную бесхарактерность. Сейчас не время для глупой ревности, и Кагаме должна это понять. Элли, с ней... ее увезли в больницу. Кагаме смягчилась. И что же с ней произошло? Конечно, ей совершенно незачем было знать, что на самом деле случилось. Ей стало плохо? Плохо? Дай угадаю, Нико-сан. Твоя ненаглядная Аджи-сама не рассчитала дозу. Что? Да откуда ты... Прохрипел я, а на лице Кагаме злобный оскал смешался с ухмылкой. Это простая дедукция, ничего сложного, я не была уверена, но ты сам подтвердил мои догадки. И прежде чем ты скажешь что-то еще, позволь мне закончить. Она перевела дыхание. Кобаяши получила по заслугам, так или иначе. Даже если она лично не причастна к тому, что делает ее дед, мне все равно. Пусть она даже ничего не знает о его преступлениях. Раньше за грехи отцов отвечали дети, и я считаю, что это была не самая плохая практика. Да что ты несешь? Я был настолько измотан и разбит, что с трудом понимал, о чем говорит Кагаме. Но неприкрытая злоба и ненависть в ее словах меня пугали не меньше перспективы держать ответ за случившееся перед Кобаяши Джуном. Нико-сан, разве ты еще ничего не понял? Тогда, наверное, ты тоже заслужил все, что с тобой произошло, и еще произойдет. Кобаяши получила то, что заслужила. Но разве ты виноват меньше? Она буквально покраснела от напряжения. Я... Да, Нико-сан, ты, когда я просила тебя помочь мне найти отца, что ты ответил? Но ты же сама меня благодарила за... Кагаме с отвращением фыркнула. Нико-сан, теперь ты на собственной шкуре почувствовал, что такое быть изгоем. Я заметила, поверь, как ты отреагировал, когда остальные стали смотреть на тебя так же, как на меня смотрели всю жизнь. Постепенно я начал понимать, что она хочет сказать. Зачем ты это делаешь? Зачем, Нико-сан? Кагаме сделала вид, что задумалась. Сначала я просто хотела разрушить ваши отношения с Кобаяши, но в итоге все вышло куда лучше, чем я могла бы надеяться. Но как? Все еще любишь меня, Нико-сан? Я надеюсь, что любишь, потому что я тебя ненавижу. Да, я и раньше знал, что у Кагаме непростой характер, знал, что она способна на многое, но подобная жестокость мне и в голову не приходила. Тебе что, правда доставляет удовольствие смотреть, как я страдаю? Она вдруг закусила губу и отвернулась. Ты сам в этом виноват. Вы получили по заслугам только и всего. Сейчас я просто был не в состоянии осознать то, что она говорила. Трагедия, случившаяся с Элли, перегрузила мой мозг, и чувства... И новая информация, сколь бы она ни была ужасной, уже не воспринимались. Это значит, что между нами все кончено? Зачем-то спросил я, Кагаме ответила не сразу. Наконец повернулась ко мне и с гримасой глубокого отвращения на лице бросила. Какое же ты ничтожество, Нико-сан! Мне даже на секунду стало жалко Кобаяши. Ой, ужас! С этими словами она развернулась и быстро зашагала в сторону заката, который сегодня, как назло, выдался особенно красивым. Из множества вселенных мы, возможно, оказались не в той, где нам суждено построить любовь с Ивамурой. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, а мне почему-то смешно. Но совсем недавно я ругал себя за мысли о том, что у меня все еще остается Кагаме. А теперь и Кагаме растворилась в закатной дымке, как призрак чувства, которого никогда и не существовало. По крайней мере для нее. Любила ли я когда-нибудь Ивамуру? Любила ли я когда-нибудь Элли? Любила ли я когда-нибудь Кёски? Любила ли я когда-нибудь Химицу, Кэтрин, маму и вообще всех остальных? Я находила в ней утешение, это точно. Все близкие мне люди один за другим исчезают из моей жизни, а скоро и сама жизнь стараниями Кобаяши Джуна может закончиться. Впрочем, пока жива Элли, остается надежда.
Пожалуйста, пусть это все. Ой, ужас. Элли умерла в реанимации через несколько дней, не приходя в сознание. Я узнала об этом от Кёски, потому что сам, опасаясь гнева Кобаяши Джуна, ударился в бега. Мне удалось заскочить домой и собрать сумку с какими-то вещами, которые первыми попались под руку. Блин, за эту музыку прилетят авторские права, я точно помню ее. На следующий день с утра я также успел заехать в банк и снять все деньги со счета. Их у меня осталось не так уж много, но должно было хватить с учетом аренды жилья на полгода или даже больше. Все это я совершал на автомате, толком не отдавая себе отчет в том, что делаю, так же машинально, как чистят зубы. После беспокойной ночи, почти без сна, все оставалась робкая надежда на то, что Элли выкарабкается. Я часами твердил про себя, что все будет в порядке, слоняясь по бедным районам Токио в поисках пристанища. Такой прогрессивный снаружи крупнейший японский мегаполис бурил небеса многочисленными высотками вроде офиса Кобаяши Корпорейшн и сверкал тысячами разноцветных витрин, призывающих покупать и покупать. Однако внутри он ощущался... Он ощетинился на меня щербатым оскалом ветхих домишек, в которых жили преимущественно бедняки, бандиты и наркоманы. Грань здесь провести было сложно, потому что зачастую один и тот же человек мог быть одновременно и бедняком, и бандитом, и наркоманом. Если в этих трущобах обитало много китайцев, видимо, нелегальных иммигрантов, с которыми мне связываться не хотелось. В итоге все же удалось снять угол в разваливающемся доме до военной постройки. Несмотря на то, что по уровню комфорта эта хибара недалеко ушла от барака военнопленных, просили за нее вполне приличные деньги. Может быть, дело в том, что у меня на лице было написано, что я не местный, такая своеобразная наценка за срочность. Тогда мне еще не было известно, жива ли Элли, так что уехать из Токио я не мог. Иногда за всей этой мелкой суетой на некоторое время забывалась трагедия, которая произошла в клубе. Впрочем, началось все задолго до этого и, возможно, даже до того, как я сошелся с Кагаме, которая, как оказалось, вела свою игру и лишь притворялась, чтобы отомстить. Однако у меня не было к ней ненависти. Нельзя ненавидеть пантеру, которая бросается на тебя, когда ты по ошибке заходишь на ее территорию. Что? Окей, ладно. В любом случае, не Кагаме лично вложила Элли в руки пакетик с порошком. Да, это правда. Я очень на это надеюсь. Все это началось еще до нашего знакомства, но в моих силах было что-то изменить. Или наоборот, не в моих. Да, в моих. Чё? Я отъехал подальше от своего нового жилища и из автомата позвонил Кёске. Поначалу мне было сложно поверить, что за мной никто не следит, но потом стало понятно, что люди Кобаяши Джуна были заняты другими проблемами, а Ирине больше не было до меня дела. Кёске коротко и сухо рассказал о том, что случилось, то немногое, что знал сам, и повесил трубку. Я не мог винить друга за это. Если он не считал меня убийцей, то причастным к смерти Элли наверняка. И был полностью прав. Самым простым решением было уехать из Токио хотя бы куда-то в провинцию, а дальше, может быть, и из страны. Но когда я возвращался в съемную комнату, то около двери столкнулся с мутным типом, который предложил мне снять напряжение. После разговора с Кёски боль буквально разрывала меня на куски, хотелось немного забыться. Барыга продавал совсем не тот чистый порошок, что мы употребляли с Элли. Эта китайская дрянь куда сильнее била по мозгам и оставляла после себя тяжелое похмелье. Но в то же время она действовала. На какое-то время мне удавалось отключиться от реальности. И самое страшное, что в видениях, порожденных воспаленным мозгом, я снова и снова переживал те мгновения, когда мы с Элли были счастливы. А вы были счастливы, да? Мы не заметили. Но воспоминания быстро начали смешиваться с фантазиями о нашем будущем, которое уже никогда не наступит. Вот мы выступаем на Будокане, Ниппон Будокан, крытая арена, расположенная в Тиёде, Токио. Окей. Элли волнуется и ходит из угла в угол, и Шида бесконечно
повторяет партии, и только Токио Райдер невозмутимо спокоен. Наконец нас зовут на сцену, и мы выдаем феерический концерт. За нами охотятся крупные звукозаписывающие лейблы, наперебой предлагая выпуск нового альбома. Мы получаем солидные контракты, и я впервые за долгое время обретаю уверенность в завтрашнем дне. А потом Кобаяши Джун в итоге понимает, что ему больше не удается контролировать всю жизнь своей внучки, и отступается. Я женюсь на Эле, у нас рождаются дети. Затем я неизменно просыпаюсь, часто в луже собственной блевотины. Господи, это кошмар. Мои сыны простирались максимум лет на 5 в будущее, возможно, потому что к этому времени действие дурмана заканчивалось. Вскоре мне захотелось углубиться в сон подальше, чтобы брать у барыги дозы поболь. Пришлось, да, брать, ага. Я изредка выходил из своей конуры, чтобы купить еды и постирать. Откуда он брал деньги? Вроде сказал, что немного осталось. Хозяин делал вид, что все в порядке, наверное, потому что многие его жильцы были еще более опустившимися типами. Мне действительно удалось увидеть нашу совместную жизнь через 10 лет, через 20 лет. Но помимо этого, за греющими душу фантазиями начали приходить кошмары. Сначала неясные и бесформенные, просто смутное предчувствие чего-то плохого. Я просыпался и еще долго не мог понять, где нахожусь, вернулся ли в реальность. Однако и сама реальность быстро начала терять свои четкие границы. Мир снов уже ощущался не менее осязаемым, чем набитый клопами футон, картонные стены, через которые был слышен каждый шорох в соседней комнатке, и мутное окно, пропускавшее внутрь холод с улицы. И что самое страшное, этот мир был куда более желанным для меня, чем жизнь в настоящем без Элли. Время перестало иметь для меня значение, когда я ненадолго вырывался из объятий забытия. Иногда был день, а иногда ночь. Я сильно похудел, пришлось проделать несколько новых дырок в ремне. Но есть мне совсем не хотелось. Раз в пару дней я вспоминала об этом как о тяжелой повинности. И так могло бы продолжаться до тех пор, пока бы не закончились ресурсы моего организма, но через какое-то время, через неделю, а может через месяц, кошмары стали невыносимыми. Сны о нашем с Элли будущем грубо обрывались видениями ее мучительной смерти. Она ненадолго приходила в себя на больничной койке и в горячке звала меня: «Ник, Ник!» Но все тщетно, она умирала в страшных муках, только для того, чтобы на следующий день воскреснуть и вновь предстать в моем кошмаре. Я боялся спать и добавил в свой коктейль стимуляторы, которым щедро снабдил меня уже знакомый барыга. Это просто даже неприятно уже читать, на самом деле. Чувство вины за случившееся с Элли к тому моменту почти забылось. В моих кошмарах она по-прежнему была жива, более того, страдала. Я несколько раз пытался отказаться от зелья, но уже через полдня мне становилось настолько плохо, что я не выдерживал. Да и чтобы терпеть эту адскую абстиненцию, нужна была причина жить. У меня такой причины не было, однако теперь все мои действия были подчинены одному – страху. Я боялся спать, боялся и бодрствовать, потому что демоны начали приходить и наяву. Довольно быстро мое плачевное состояние заметил барыга и предложил мне посетить одно место, где мне помогут. Я не удивился, оказавшись в притоне, в котором в повалку лежали такие же несчастные. Некоторые что-то бормотали в бреду, некоторые бились в конвульсиях, а некоторые с блаженными улыбками на лицах, похоже, пребывали в бесконечных мирах, созданных галлюцинирующим разумом. Здесь предлагали самый мощный дурман, но просили за него совсем немного. Это оказалось кстати, к этому моменту у меня почти закончились деньги. Хитрая экономика смерти при других обстоятельствах могла бы показаться мне весьма занимательной. Самый сильный яд оказывается самым дешевым, а оптом отправлять сбившихся с пути людей на этот свет дешевле. И вот я лежу на рваном кожаном диване, непонятно откуда взявшимся в этом притоне, и вижу Элли, которая улыбается мне, нежно гладит меня по щеке, обнимает и шепчет на ухо, что все будет хорошо и скоро мы снова будем вместе. Ужасная картина комнаты, провонявшая всеми возможными человеческими выделениями и наполненные стонами, хрипами и предсмертными вздохами, расплывается, как отражение в воде после того, как бросаешь в него камень.
Ой, Элли поднимается надо мной, зависает над потолком. Она протягивает ко мне руки, словно приглашает куда-то. Я замечаю у нее за спиной ангельские крылья. И вот она уже не в кожанке и рваной майке, а в том белоснежном платье, в котором была на балу. Элли что-то говорит мне, но я никак не могу расслышать. Протягиваю руку, чтобы дотянуться до нее, но мне не хватает каких-то сантиметров. А Элли продолжает беззвучно шевелить губами. Она улыбается, хмурится, дуется, смеется и плачет. Но вот поток исчезает, и за ней появляется туннель из белых облаков, уходящий в небо. Элли начинает подниматься все выше, все больше, отдаляется от меня. Она что-то кричит и отчаянно тянет ко мне руки, но я не в силах пошевелить и пальцем, меня словно парализовало. Через минуту я уже размером с птицу вдалеке, она уже размером с птицу вдалеке, еще через минуту становится точкой-звездочкой на небе, а затем и вовсе исчезает. Пожалуйста, титры, пожалуйста, мы поняли. Очень грустно, мы поняли. Невозможно вам сопереживать. Туннель рассеивается, как тучи после грозы, и меня, словно крышка гроба, накрывает низкий пожелтевший потолок притона. Сознание постепенно возвращается в реальность. Вновь слышатся стоны, и в нос бьет резкий запах мочи. Как здорово. Видение оказалось таким настоящим, что сомневаться в его подлинности больше не было сил. Может, это я на грани жизни и смерти лежу в больничной палате, а Элли зовет меня и просит вернуться к жизни. Может, на самом деле не существует этого вонючего дивана и тесной комнатушки на окраине Токио, в которой отдают Богу душу несколько десятков несчастных. А барыга, ну не дьявол ли он воплоти? И если Элли зовет меня, я отвечу. Но вот все мое тело сводит судорогой, сердце начинает стучать, как кузнечный молот. Меня всего разбирает дикой икотой. Нет, все-таки это реальность. Но как же реально я ощущал и Элли. Так же реально я ощущал и Элли, которая отчаянно пыталась вытянуть меня из этого кошмара. Куда-то в другой мир, лучший мир. Да что я теряю? Теперь мне хочется лишь одного — отправиться за Элли. Туда, где нет боли и страданий, туда, где царит лишь бесконечный покой. Тебя туда не пустят. Туда, где мы будем вместе всю оставшуюся вечность. И если для этого придется умереть, то цена невелика. Вы получили достижение «Мотылек». Это как у коржа или что? Знаете, хочется сделать какие-то выводы. Ну что, надо нажать что-то. Что вы еще хотите от меня? Хочется сделать какие-то выводы, но я уже столько этих делала выводов. Что? Скример какой-то будет? Почему я ничего не могу? Ну что ж, Dreamtale старался. Это все, что я могу сказать. Нравится мне или нет его, я так понимаю, не волнует, да и вас, в принципе, наверное, тоже. В общем, какой можно попытаться сделать из всего этого вывод? Не надо быть просто гнидами. Вот из этой серии я могу сделать вывод, что если ты страдаешь по кому-то другому, вот по какому-то человеку ты страдаешь, не нужно пытаться забыться в другом человеке. Это нехорошо ни для тебя, ни для этого самого человека, которого ты по факту используешь. Ну, как бы, даже без преувеличений, да, это можно сказать. Короче, праздник не веселый, но это закончилось. И это все-таки праздник. Я не знаю. Короче, даже вот до такой степени, что невозможно к ним испытывать какое-то вот сопереживание в конце. И такое у меня чувство, кстати, что не будь всех этих отношений, всех этих Кобаяшев, Ирин, всяких КГБшев и так далее, Ник закончил бы примерно так же. У него была какая-то цель в жизни? Нет. Он собирался куда-то поступать? Нет. Он вообще планировал как-то, не знаю, простраивать свою жизнь? Нет. У него не было никаких планов. Он мог
точно так же закончить. То есть, короче, на что все это влияет? Ни на что. На что мы с вами влияли, дорогие зрители, когда делали выводы? Ни на что. Как история о том, куда может тебя привести дебильное отношение к жизни? Во. Он дебильно относился к жизни, дебильно закончил. Офигительный поучительный посыл. Это единственное положительное, что я могу из всего этого извлечь. В общем, и положительное я уже в середине серии где-то сказала, что я очень рада, что эта визуальная новелла свела меня, так сказать, с некоторыми из вас. Я надеюсь, мы с вами на этом не расстанемся. Может быть, найдем какую-то другую визуальную новеллу, или вы захотите ознакомиться с какими-то другими играми на моем канале. Мне будет очень приятно, если вы придете и туда, будете там писать комментарии, свои какие-то мысли и все такое. Вот, в общем, на этом плюсы заканчивают. Ну и арты красивые. Мне понравилось. В общем-то, ну и хватит. В общем, не будьте гнидами. Как-то живите жизнь, берегите себя. Наркотики говно, алкоголь дерьмище. В общем, все, будьте котиками, будьте зайчиками, берегите себя, следите за своим здоровьем, любите окружающих, относитесь к окружающим с уважением. Вот просто. И я очень надеюсь, что это все поможет вам прожить эту жизнь более или менее нормально, так как вы для себя считаете нормально. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем, кто поддерживает нас в течение. Это не я, если что. В общем, за вас, мои любимые, дорогие, не будьте как Никакун, не будьте как все остальные, которые, в общем-то, стоят этого Никакуна в этой игре. В общем, а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.